Всех приветствую. Записываем обновление обзора криптовалют. Начинаем с биткоина. Вчера у нас было 29 число, сегодня 30, и мы продвинулись, дали еще один импульс наверх. Что стоит важного сказать по графику сегодня? Вчера, когда я делал прогноз, была надежда на то, что индикатор вырастет, объемы вырастут. Сейчас этого нет. Даже после прострела объемы стали ниже, индикатор стал ниже, и вполне вероятно, что здесь у нас импульса не будет. Поэтому хочу вам напомнить, какие у нас сценарии могут быть здесь. Здесь у нас может быть треугольник. Пока мы не пробили вот этот пик, у нас здесь может отрисоваться вот такое движение. А, Б, С, Д, Е. Можем сходить вниз и только потом наверх. Можем отрисовать треугольник здесь. А, Б, С, Д, Е и наверх. Может быть и вот такой. А, Б, С, Д, Е и отсюда наверх. Все это до сих пор актуально. После того, как мы получили вот здесь заходной импульс, это говорило о том, что мы в начале нового движения и после коррекции получим еще один импульс. Что это будет? Третьей волной или волной С, вот в таком варианте. А, Б, С, после чего мы пойдем вниз. На данный момент с уверенностью нельзя сказать. Вчера был рост объемов, был рост индикатора, и это подтверждало волну 3. Сегодня же это все ушло, и сейчас более вероятно волна С. Поэтому в прогнозе поступим так. Без конкретных обозначений нарисую траекторию. Когда будет известно и более явно проявит себя движение, обозначим. Сейчас же, если это лонговый сценарий и это волна 3, расчетная зона по-прежнему вот эта. Если же это волна С, то расчетная зона вот эта. Отмечу ее красным. И мы в нее уже пришли. Получили здесь дивер. Вполне можем развернуться и пойти вниз. Рисовать следующую волну в треугольнике. Это имейте в виду. Здесь у нас снова развилка. Давайте посмотрим эфириум. По эфириуму такая же ситуация. Если посмотреть на 4 часа, здесь вполне то же самое. Мы можем нарисовать треугольник. Он еще до сих пор актуален, пока мы не пробили вот этот хай. Отмечу также две зоны. Данная зона актуальна, если это волна 3. Вот зона для волны С. Также мы здесь уже получаем дивергенцию. Объемы не так сильно упали, но все равно их стало меньше. На индикаторе дивергенцию мы получили. Здесь также стоит быть осторожным. Если вы в позиции, то обязательно используйте стопы, трейлите свою позицию дальше, чтобы если был резкий разворот, вы зафиксировали свою хоть какую-то прибыль, либо минимизировали убытки. Смотрим Ripple. По Ripple здесь немного другая ситуация, но дивергенцию мы также получили. До расчетной зоны пока не дошли, но вполне вероятно, в любой момент мы можем направиться вниз. Также это завершение движения восходящего локального, поэтому в зависимости от того, как вы торгуете, можете стопами подпираться на случай резкого разворота вниз. Прогноз не меняю, но будьте внимательны, так как здесь уже начинают откупать. Тени наверху появились, дивергенция появилась, движение ослабевает. Смотрим АДу. По АДе мы из зоны коррекции пошли наверх. Здесь по-прежнему актуально достижение предыдущих пиков, и расчетная зона также пока актуальна. Дивергенция здесь, вот здесь вот уже есть какая-то, но зато есть и объем. По АДе прогноз не меняю. По Дэшу здесь аналогичная ситуация, как по биткоину и по эфириуму. Идем вверх, но при этом индикатор у нас вверх не идет. Также отмечу две зоны. Зона третьей волны есть, туда идет импульс. На всякий случай отмечу зону окончания. Если это волна С, мы эту зону уже пробили, но при этом у нас очень сильная дивергенция и падение объемов. Возможно, движение вниз. Имейте в виду. Polkadot такая же история. Индикатор вверх не идет, объемы не растут. Расчетная зона для волны С вот здесь. Мы, в принципе, уже подошли как раз к этой границе. Можем спокойно разворачиваться и идти вниз, если это волна С. Будьте внимательны. BNB. По BNB здесь пошли выше. Что это у нас тут? Индикатор не превышает также
но зато хорошие объемы. Сейчас перепроверим разволновку, сколько у нас здесь. Так, глянем еще раз на 4 часа. Здесь у нас также возможен треугольник, так как предыдущие пики не пробиты. И это может быть вот таким треугольником. Пока пики не пробиты, стоит учитывать и альтернативные сценарии, поэтому размечу так же, как и на других монетах, без конкретного обозначения, траекторию движения. Вот здесь у нас расчетная зона волны 3, вот здесь у нас расчетная зона волны C в рамках волны D. Сейчас у нас также актуально здесь два варианта, как и по другим монетам, поэтому будьте внимательны, кто в позиции, тральте стопом свою прибыль. Litecoin. Здесь у нас по косвенным признакам больше похоже на третью волну. Вероятнее всего продолжится движение наверх, но также, хоть и объемы вышли выше, но по индикатору мы получаем очень сильный дивер. Поэтому и здесь стоит иметь в виду, пока этот дивер не пропал, не был сломан, что с данной зоны возможен разворот вниз. Смотрим рубль. По рублю мы продолжаем находиться в коррекционной зоне с периодическими коррекциями наверх. Здесь все по плану, ничего нового. Индекс доллара. По индексу доллара здесь интересно. Мы все-таки дошли до расчетной зоны, куда мы и ждали индекс доллара. Получаем здесь дивер и ждем заходного импульса вниз, чтобы продолжить глобальное движение по индексу доллара. Здесь движение продолжает быть восходящим, но есть слабость. Вот дивер, локальный дивер. На часовиках тоже был дивер. Здесь движение ослабевает, и велика вероятность, что в ближайшее время пойдем вниз. Но нужно дождаться заходного импульса, и только потом уже это как-то отторговывать. Сегодня две монеты из доната. Люксо, одна из них. Как всегда на новых монетах смотрим с самого начала. Здесь она также появилась недавно. Объемы пока есть. Движение наверх, все по классике, все идет. Вот здесь, опять-таки, очень похоже, что была волна 1, 2, 3, 4, 5 туда. Сейчас найдем здесь лой. Вот у нас здесь был лой. Здесь была, скорее всего, усеченная пятерка в импульсной волне. И сейчас мы идем в большой тройке. Сколько у нас это все длится дело? Достаточно давно. Здесь также похоже, что тройка еще не завершилась. Нас ждет четверка и пятерка. Смотрим на 4 часах. Да, здесь у нас завершилась тройка в тройке. Сейчас идет четверка. И затем пятерка ожидается. Так, что здесь можно сказать? Пришли ли мы в коррекцию? Здесь у нас похоже на 3 волны вниз. Коррекционная зона у нас вот здесь. Мы ее посетили. И оттуда развернулись. Да, это вот очень похоже на заходной импульс в волне 5. Здесь у нас прошло 3 волны, и здесь у нас пока очень похоже на то, что мы пойдем дальше наверх. Глянем часовичок. Зацепили коррекционную зону, и сейчас находимся в коррекции предположительно во второй волне, после чего возможен поход наверх. Это будет подтверждено повышенным объемом и ростом индикатора. Пока этого не случилось, и хочется, если войти в эту монету, то здесь где-нибудь можно уже прикупать на основе своей стратегии и с обязательным стопом за основание первой волны. Если это действительно первая волна и коррекция не пойдет ниже, то наиболее оптимальная зона, куда можно ожидать тройку, это вот здесь. Предыдущий пик. В принципе, неплохая точка выхода в третьей волне. Это будет не завершением. Вполне вероятно, что скорректируемся в четверке, куда будет понятно чуть позже, если движение подтвердится. И затем уже, давайте выше рисовать не буду, примерно на этих же уровнях вот так в принципе можем сходить. Тройки, скорректируемся, потом в пятерку, после четверки. И вот такое движение я пока по этому графику вижу. И затем коррекция уже в больших масштабах. Вот такой прогноз. Следующая монета CFX. Тоже прислали в донате. Если хотите, чтобы просмотрел именно вашу монету, то отправляйте донат, пишите туда, какую пару рассмотреть, и в следующем видео она появится. Так, монета совсем новая, месяц всего ей. Посмотрим, можно ли здесь что-то вообще проанализировать. Объемы есть, рост есть,
но истории пока нет. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Если смотреть по структуре, то вырисовывается вот здесь первая волна, сюда вторая, третья, четвертая, пятая. Как всегда, начинаем с промерки зоны. Так, это у нас... Я тут уже на глаз вижу, что уже все пробито и улетело наверх. Даже отмечать смысла нет. Предположительно, вот здесь у нас завершилась тройка в тройке. Коррекцию мы выполнили и достигли пика. Очень похоже, что тройку мы завершили. Вот здесь спорная ситуация из-за вот этого выброса объемов. Видимо, здесь что-то произошло на этом токене. Может быть, какая-то новость вышла или еще что-то. Сейчас углубляться не буду, новости копать. Что-то здесь необычное произошло в этой монете, так как структура здесь нестандартная. Расчетную зону мы не выполнили. По косвенным признакам тоже. Вполне вероятно, что это еще четверка такая в тройке. И мы еще будем добивать вот эту тройку. Сейчас посмотрим, куда мы можем прийти, если у нас коррекция ниже не пойдет. Ниже вот этого лоя, имею в виду. Расчетная зона пятерки вот здесь. То есть, в принципе, можем еще разок добить до хаев, даже перебить их немножко, до того, как пойти на более серьезную коррекцию. Пока прогноз вот такой по этой монете. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!